Всем привет, дорогие друзья, с вами CryptoWatchmaker, и я решил порассуждать, а вот сколько, к примеру, вам нужно денег, чтобы зарабатывать, скажем так, на безбедное существование с помощью грид-ботов, да, на постоянной основе. Вот всех всегда интересует этот вопрос. Часто вопрос возникает, если у тебя много денег и если у тебя мало денег, да. Но тут важен момент рисков, да, мы должны зарабатывать особо не рискуя, то есть доход должен быть стабильным. И вот давайте сегодня немножечко поразмышляем, сколько денег вам нужно, чтобы иметь приемлемые риски и чтобы иметь приемлемую доходность для того, чтобы жить только с дохода гридботов. Именно таким вопросом мы в основном задаемся в нашей академии. Ссылочка на академию, кстати говоря, в описании. Вступайте, там мы торгуем ботами. Мы находимся в постоянных поисках Грааля, да, для заработка. Ну и в принципе, если посмотреть, у нас все очень даже неплохо по статистике получается. Сейчас мы уже начинаем готовиться и размышляем, и рассуждаем по поводу ботов на медвежий рынок. Именно поэтому такой вопрос, который мы сегодня обсудим в ролике, да, у нас и возник. Каждому человеку нужна определенная минимальная сумма для прожиточного минимума, да, у каждого есть своя определенная сумма, с которой человек хочет, скажем так, жить, да. У кого-то, к примеру, есть своя квартира и хватит каких-нибудь 50 тысяч в месяц, да, учитывая этот факт. У кого-то нет своей квартиры и кому-то нужно 100 тысяч рублей для того, чтобы жить и, скажем так, ни в чем себе не отказывать. Кому-то нужен миллион, да. Если посмотреть на видеоролики женщин с Патриков, там вообще нужны заоблачные суммы. Но давайте мы зайдем немного с другой точки зрения, и я думаю, что вы сами сможете посчитать. Я не буду, естественно, навязывать вам, кому сколько денег нужно для минимального прожиточного минимума, да. Мы пойдем от другого, мы будем отталкиваться от другого. К примеру, если брать бота Bitcoin USDT с кредитным плечом, мы возьмем пятое кредитное плечо. Пятое кредитное плечо на биткоине можно считать, ну, прям более-менее безопасным. Безопасным, легко контролируемым, с помощью которого можно держать контроль и при этом держать довольно широкую сетку без фома по поводу того, что эта самая широкая сетка сжирает нашу прибыль. Вот, например, данный бот, да, написано у меня долгосрок, вход был по 95 800 на этом боте. Бот работает, прекрасно себя чувствует, и мы должны понимать, что мы, чтобы получать с этого бота деньги, должны их вытаскивать из маржи. То есть есть в боте такая настройка, как удалить маржу, да, потому что вся грид-прибыль у нас копится непосредственно в марже. Ну, к примеру, на ботах Гейта, на ботах OKX того же самого. Прибыль копится в марже. И, к примеру, мы хотим каждый месяц ее доставать. И по этим ботам у нас есть реализованный PNL и нереализованный PNL. Если у нас плюс по нереализованному PNL, это значит, что чтобы его получить нам сейчас на руки, нам этого бота придется закрыть. Но нам тогда придется искать новую хорошую точку входа, чтобы бот не был у нас, ну, в целом в минусе. Общая доходность этого бота сейчас 22% за 45 дней, за 43 дня. Но чтобы нам стабильно на одном работающем боте жить, нам нужно рассчитывать только реализованный PNL. Это доходность именно от продажи гридов, которую мы можем забрать, не трогая, не закрывая бота. Волатильность у нас сейчас никакая, и вот бот, который я вам показал, у него получается примерно именно грид прибылью 0,14-0,15% в сутки. Давайте посмотрим на других моих ботов, да, которых я уже закрывал. То есть они у меня все с пятым кредитным плечом и все на биткоине. И мы можем в какой-то степени сейчас просто найти усредненную доходность. Все с пятым плечом, все на биткоине. Просто была немного разная волатильность в разные периоды времени, да. Здесь, к примеру, 9.16 делим на 41 день отработал бот. Получаем 0.22. Здесь там получится там 0.23 где-то. А здесь была еще больше волатильность. 0.38 в сутки. Здесь 5 дней, 4%, там почти 0,9, да? То есть в чем у нас сложность? Сложность в том, что мы имеем, ну, грубо говоря, минимальную волатильность и максимальную волатильность. В какой-то степени мы можем ее усреднить. Но если рассматривать то, что у нас сейчас бычий рынок, а нас ждет впереди медвежий рынок,
то нам нужно рассчитывать все же на более мелкие значения, да, потому что, к примеру, сейчас довольно низкая волатильность, довольно низкая доходность. Давайте поищем какого-то бота, который работал долго. Бот работал 120 дней, это 64 у нас и 7%, делим на 120, получаем 0,53. То есть мы можем сделать вывод, что средняя доходность биткоин-бота с пятым кредитным плечом в разные периоды времени колеблется примерно от 0,15 до 0,5% в сутки. То есть сегодня у нас 0,15, завтра у нас там 0,25, завтра 0,75 или... Ну, то есть вы видели, что доходности бывали разные. И действительно, некоторые были там вплоть до 1% в день. Поэтому если взять 0,25% грид прибыли в день, минимальный пессимистичный сценарий, который можно, в принципе, применить даже к медвежьему рынку. При этом пятое плечо на биткоине, грид бота, да, это довольно-таки безопасный будет бот и довольно широкой сеткой. Вот, обратите внимание, данный бот у меня работает вообще в диапазоне 50-120. Это прям долгосрочный бот. Просто добавим эти данные в чат GPT, чтобы он по-быстрому создал нам красивую табличку, да. Что мы видим в итоге? Мы видим, что при такой доходности годовая наша доходность составит 91%. Для тех, кто хочет торговать грид ботом для непосредственно инвестирования и получения долгосрочной прибыли, я считаю, что 91% годовых это очень даже хороший результат. И тут мы можем посмотреть, что имея разные инвестиции, мы можем вытаскивать, допустим, с грид бота разное количество прибыли ежемесячно. То есть это у нас получается где-то 7,5% в месяц. Но по опыту знаю, что в принципе с грид-бота зарабатывать 10% в месяц на самом деле несложно. Тем более там на биткоине с пятым кредитным плечом. Здесь можно считать эту табличку как минимальным значением на самом-то деле. К примеру, если посмотреть на совокупный PNL, можете почитать, поставить на паузу, да, что значит совокупный PNL. Составляет 166% за предыдущие полгода. Это вот то, что мы торговали в Академии. Вот этот минус на графике, да, это просто количество активов на бирже Gate.io. Я вывел часть денег на биржу OKX, а конкретно 10 тысяч долларов для того, чтобы тестировать и торговать ботами Дженери. Ребята в Академии, естественно, обо всем об этом знают, тем более я снимал об этом предыдущий свой ролик отчетный за месяц, да, по доходности Академии. Я снимаю эти ролики уже больше полугода, каждый месяц я снимаю ролик, что произошло за месяц в Академии, что мы сейчас делаем, какие у нас доходности и так далее, так что посмотрите один из таких роликов. Если вы хотите зарабатывать вместе с нами на грид-ботах, DCA-ботах, то присоединяйтесь к Академии. А результат, сколько вы можете получать минимально, имея определенную сумму инвестиций в месяц, да, вы видите на экранах. Но на самом деле получается намного и намного больше. Здесь табличка с самым пессимистичным минимальным сценарием. А это вот такие значения. Но если посмотреть на моих закрытых ботов и рассматривать не только грид прибыль, но и нереализованные PNL, которые при закрытии бота вы фиксируете, то вы можете зарабатывать в разы и в разы больше. Здесь же конкретно только вопрос про грид прибыль. Грид прибыль, она более стабильная, да, но помимо грид прибыли у нас есть еще и нереализованный PNL. И если мы здесь видим, что реализованный PNL, он же грид прибыль на закрытых ботах там 20%, там 9% и так далее, то можно еще смело плюс столько же добавлять, и получится общая доходность, да, бота. То есть вот эти вот самые 91% превращаются смело во все 180%. Просто в таком случае вам нужно будет не вытаскивать из бота маржу, а именно закрывать бота, фиксировать полностью его прибыль и открывать нового бота. Так что, друзья, на грид-ботах можно очень и очень даже хорошо зарабатывать и довольно-таки стабильно. Но если ты хочешь стабильно зарабатывать, то, пожалуйста, по ссылочке в описании приходи в нашу академию, либо переходи и посмотри отчетные ролики за последние полгода как раз-таки по моей академии. Пиши в комментариях, какую доходность имеешь ты и на каких
инструментах. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо. Всем пока.